Привет! Вы снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о 3 полезных трюках, которые пригодятся вам в обычной жизни при использовании смартфона на операционной системе Android. Итак, представьте ситуацию, что вам нужно удалить несколько приложений, программ, либо игр с вашего Android смартфона за раз. Что вам требуется сделать? Вам нужно найти приложение, нажать, удержать на нем и переместить на иконку «Удалить». И так нужно сделать с каждым приложением. А если у вас установлено много приложений, 50 либо 100 штук, то нужно из всего списка будет искать и каждое по отдельности удалять. Есть способ намного проще. Для этого перейдем в наш Play Market, приложение официальное Play Market. Переходим. Далее нажимаем на вот эту иконку, 3 палочки. Далее выбираем «Мои приложения и игры». Заходим. Далее нам нужно выбрать пункт «Установленные». Выбрали. Здесь видите список всех приложений. Вы можете отсюда их удалять, но нам нужно сразу несколько. Для этого нажимаем «Хранилище» и выбираем, ставим галочки на тех приложениях, которые мы хотим удалить. 1, 2, 3. 3 приложения, например, мы хотим удалить. Нажимаем «Освободить место», читаем, что нам тут написано, и нажимаем «Освободить». Все. После этого наши приложения будут удалены из телефона также. Вот, их тут нет. Очень полезная функция, когда вы скачиваете много приложений, устанавливаете, проверяете их, ищете какое-то приложение, которое вы хотите, и скачиваете много приложений, чтобы найти, что вам нужно. А потом это все надо будет удалять, и вот хороший способ, чтобы удалить. Второй трюк. Переходим ко второму трюку. Предположим, вам нужно позвонить кому-нибудь из контактов. Хотите позвонить кому-нибудь. Все, что вам нужно сделать, это зайти в вашу телефонную книгу и выбрать контакт. Хорошо, если у вас 5 контактов или 10. Очень легко и быстро. А если 100, то придется искать по всему списку. Но можно воспользоваться другим способом. Для этого вам нужно зайти в наборщик номера и, используя режим Т9, это такой режим, когда вы нажимаете на одну кнопку и алгоритм самостоятельно автоматически выбирает букву одну из этого, которая присвоена этому символу. То есть, если вы хотите, например, позвонить Алене, вам нужно нажать 2, 6 и так далее. У нас сейчас стоит английский язык. Сразу покажу, как изменить, если у вас вдруг тоже стоит английский язык. Как видите, здесь есть цифры для набора номера. И возле каждой буквы. Здесь стоит английский, нам нужно переключиться на русский. Мы нажимаем эти 3 точки, заходим в настройки. Далее, еще раз в настройки. Набор номера, сюда заходим. И далее, язык Т9, нам нужно его изменить на русский. Все, изменили. Назад, назад. Нажимаем. Вот, теперь у нас на русском языке. Теперь, если мы хотим позвонить пользователю с именем Алена на нашем телефоне, и мы знаем, что у нас там 100 контактов, и искать среди них Алену будет сложно, мы просто нажимаем А, Л, Ё, Н, А. И нам выдает список всех Ален, которые есть, которые подходят. Или, например, нам нужно скорая. Мы просто берем S, скорая, К, О, Р. Скорая помощь. Все, дальше можно не вводить. То есть вот, буквально нам хватило 2 символа, и мы нашли. Раз, два ввели. Все, дальше нажимаем звонить, либо вот сюда. Да, нет, дальше нажимаем вот сюда, не сюда, а вот сюда нажимаем звонок, и осуществляется, ну, и осуществляется звонок. Это был второй
трюк, который можно сделать на вашем смартфоне. Третий трюк касается освобождения памяти. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome, либо браузером на его основе в вашем телефоне на операционной системе Android, то можно сделать для освобождения быстрого освобождения памяти, можно сделать такой трюк. Заходим в браузер Google Chrome, зашли, нажимаем на вот эти вот три точки, которые открывают нам настройки, переходим в настройки и прокручиваем. Нам нужно выбрать упрощенный режим и установить. Если у вас стоит вот так, нужно поставить галочку вот так, включить эту функцию упрощенного режима, и ваш браузер Google Chrome будет вам экономить достаточное количество памяти. И трафика, и скорость, соответственно, будет быстрее, и сэкономленное место в памяти телефона. Далее, но это не все, это только первая часть этого трюка. Вторая часть, вам нужно перейти в настройках, настройки сайтов. Переходим. И далее ищем вниз, прокручиваем, находим хранилище. Находим. И здесь у вас будет список сайтов и количество информации и занимаемое место, которое они хранят на вашем телефоне. Сейчас я только что установил Chrome и открыл только одну страницу, поэтому у меня очень мало памяти. В вашем случае, если вы посещали и много серфили с телефона в Google Chrome, у вас может быть большое количество сайтов, и каждый сайт будет хранить какое-то количество файлов и занимать какое-то количество памяти в вашем телефоне. То есть это может быть там YouTube сколько-то занимать, ВКонтакте сколько-то занимать, каждый сайт, который вы посещали. Даже если вы только один раз посетили какой-то сайт, посмотрели что-то, будет храниться какое-то количество файлов будет хранить. Поэтому нажимаем, тут ничего выделять не надо, нажимаем просто удалить данные сайтов. И читаем, да, соглашаемся, нажимаем удалить, все. Память немного освободилась, удалились файлы кэша сайтов. Все, далее переходим, мы можем пользоваться также нашим Google Chrome, как и ранее. На этом все. 3 интересных трюка для вашего смартфона на каждый день. Думаю, видео было полезным. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и напишите комментарий о том, какой трюк вам понравился больше всего. Всем пока!